Жозе Мауриньо нацелен поработать в Баварии. Манчестер Сити хочет забрать Лукаса Пакета этим летом. Хави могут досрочно уволить из Барселоны. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Бывший главный тренер Ромы Жозе Мауриньо начал учить немецкий язык, чтобы возглавить Мюнхенскую Баварию, сообщает Bild. Ранее сообщалось, что руководство Баварии недовольно нынешним главным тренером Томасом Тухелем и готово пересмотреть его будущее этим летом. На данный момент, после 21 сыгранного матча Бундеслиги, Бавария с 50 очками находится на втором месте. Также, по информации журналиста Марселя Мюллера, Оливер Гласнер, Ханс-Дитер Флик и Йоахим Лёв находятся в числе кандидатов на замену Тухеля. По информации источника, сейчас Бавария рассматривает кандидатуру Гласнера, последним местом работы которого остается франкфуртский Айнтрахт. Ранее специалист трудился в Вольфсбурге и Ласке. Ханс-Дитер Флик и Йоахим Лёв работали во главе сборной Германии. Под руководством Лёва немцы выиграли чемпионат мира 2014 года, а Флик покинул национальную команду в сентябре прошлого года. Ханс-Дитер уже возглавлял Баварию. Вместе с мюнхенцами он дважды становился чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов. Тухель работает в Баварии с марта 23-го. Лондонские Арсенал и Челси заинтересованы в подписании игрока Атлетик Бильбао Ника Вильямса. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Оба клуба уже не первый раз отправляют своих скаутов за оценкой игры Вильямса, подтверждая его включение в список потенциальных приобретений предстоящим летом. Гонка за подписанием Вильямса остается открытой, и хотя пока ни один из клубов не сделал решительного шага вперед, его качества как физически сильного и технически подкованного игрока могут стать настоящим украшением для АПЛ, сказал Романо в интервью Codes Offside. Руководство ПСЖ изменило свою позицию в ситуации с возможным уходом Кильяна Мбаппе в сравнении с прошлым годом, сообщает Марка. Теперь позиция парижан заключается в том, что интересы ни одного из игроков клуба не могут стоять выше самого клуба, даже если этим футболистом является Мбаппе. Президент ПСЖ Насер Аль-Хилайфи не собирается подчиняться желаниям ни одного футболиста. В клубе понимают, что француз скорее всего присоединится к Реалу, но хотят, чтобы он остался. Однако не собираются уговаривать Кильяна, как это было раньше. Источник сообщает, что катарские владельцы решили изменить политику клуба в прошлом сезоне, доверившись главному тренеру Луису Энрике и выбрав вектор развития молодых футболистов и строительства молодой команды. Лидером должен был стать именно Мбаппе. Таким образом, и ПСЖ, и Реал ставят свои интересы выше, чем интересы Мбаппе, и хотят, чтобы футболист принимал их предложения, а не диктовал свои условия. Спортивный директор Байера Симон Рольфис уверен, что главный тренер фармацевтов Хаби Алонсо не уйдет из клуба в обозримом будущем. Да, я уверен. Одна из причин – контракт. Другая – он и его семья чувствуют себя комфортно в Ливеркузене. Он знает, что у него есть в этом клубе. У него также очень хорошая команда, радужные перспективы. Никаких изменений в составе не предвидится. В следующем году у нас определенно будет топ-команда. Переводит слова Рольфиса This is Anfield. Испанский Реал Сосьедад объявил о продлении соглашения с Такефусой Куба. Японец подписал контракт, рассчитанный до 2029 года. Он выступает за Реал с 2022. В этом сезоне игрок отыграл 19 матчей в чемпионате Испании, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи. Альваро Мората пропустит несколько матчей из-за травмы колена. Форвард Атлетико получил травму в первом тайме матча Ла Лиги против Севильи. Мората не смог продолжить игру после столкновения с Бубакари Сумаре и покинул поле в сопровождении врачей. Мадридский клуб сообщил, что по результатам обследования у Мораты выявлен ушиб кости и растяжение внутренних боковых связок правого колена. Как отмечает АС, Мората пропустит как минимум 3 предстоящих матча Атлетико. Таким образом, Альваро не примет участие в первом матче плей-офф Лиги Чемпионов против Интера.
Полевой игрок заменит вратаря в случае получения синей карточки. Ранее появилась информация о возможном введении синей карточки в футболе. За тактический фол или за несогласие с судьей игрока планируют удалять на 10 минут. FIFA выступила с опровержением относительно изменений в правилах. По информации The Telegraph, если синюю карточку получит голкипер команды, команде потребуется выбрать либо поставить на 10 минут в ворота полевого игрока, либо совершить полноценную замену вратаря. При этом, по данным источника, тестирование нововведений не будут проводить в профессиональных турнирах топ-уровня. Главный тренер Барселоны Хави может досрочно покинуть каталонский клуб в случае его вылета из Лиги Чемпионов на стадии 1/8, сообщает АС. По информации источника, руководство клуба во главе с президентом Жуаном Лапортой и спортивным директором Деку начинает сомневаться в методах работы испанского специалиста. Неудача в противостоянии с Наполи может дать повод боссам синегранатовых досрочно расторгнуть трудовое соглашение с Хави. Специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. За это время команда выиграла чемпионат Испании, а также суперкубок страны. Манчестер Сити заинтересован в приобретении атакующего полузащитника Вест Хэма и сборной Бразилии Лукаса Пакета. Об этом сообщает журналист Экрем Канур у себя в Твиттере. По его информации, боссы горожан готовы предпринять все необходимые меры для подписания игрока в предстоящее летнее трансферное окно. Напомню, что прошлым летом Ман-Сити отказался от приобретения бразильца за 100 миллионов евро. Ориентировочная стоимость футболиста по данным Transfermarkt 65 миллионов евро. Нападающий Порту из сборной Ирана Мехди Тареми перейдет в Интер предстоящим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает Фабрицио Романо. По его информации, в ближайшее время футболист пройдет медобследование, после чего подпишет с Нерадзури контракт. Трудовое соглашение форварда с миланским клубом будет действовать до конца сезона 25-26. Включая опцию продления до июня 2027 года. Мадридский Реал хочет продлить контракт с футболистом команды Лукасом Васкесом до лета 25-го, сообщает Релева. 32-летний Васкес является воспитанником сливочных. Оттуда один раз отдавался в аренду в Эспаньол. Уже летом 2015 года был переведен в основную команду и в общей сложности сыграл за Реал 333 матча во всех турнирах, отметившись 34 забитыми мячами и 61 голевой передачей. Ямайский вингер Леон Бейли продлил трудовое соглашение с Астон Виллой. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Новый контракт атакующего игрока будет рассчитан до конца сезона 26-27 с опцией продления еще на 1 год.